Стиральная машина включается, набирает воду, но барабан так и не начинает вращаться. Знакома такая ситуация? В большинстве случаев это не означает серьезную поломку. Причина часто проще, чем кажется, и ее можно определить самостоятельно. В этом видео мы разберем 10 самых распространенных неисправностей, из-за которых барабан стиральной машины не крутится. И начнем с самых простых, тех, которые можно проверить за несколько минут. Одна из самых частых причин – слишком большое количество белья. Часто наши хозяюшки утрамбовывают барабан стиральной машины так сильно, что он просто не может провернуться. Иногда такая процедура происходит при помощи ног. При этом еще зовут на помощь мужа, брата, отца или других домочадцев. В общем, если барабан перегружен и вещи сбились плотненько, машина может просто не начать вращение. Попробуйте уменьшить загрузку и равномерно распределить белье внутри барабана. В определенных случаях этого уже достаточно, чтобы машинка снова заработала. Вторая причина. Слетел или порвался ремень. Если вы слышите, что двигатель работает, но барабан не крутится, проблема может быть в передаче крутящего момента. Ремень может ослабнуть. Он может слететь со шкива или просто порваться от износа. В этих случаях вращение двигателя не передается на барабан. Определить такую неисправность довольно легко. Разберем два типа стиральных машин – с боковой и с верхней загрузкой. В случае, если ваша машинка с боковой загрузкой, вы можете снять верхнюю или заднюю крышку и проверить состояние ремня. В случае с верхней загрузкой вам придется снять боковую панель. Здесь надо заметить, что на таких машинках, как Whirlpool, с верхней загрузкой, ремень слетает со шкива не из-за того, что он порвался или растянулся. В большинстве случаев такое происходит из-за выхода из строя опор барабана. Но это уже тема другого видео. Теперь можно перейти к третьей причине нашей темы. Износ щеток электродвигателя. Если на вашей машинке стоит коллекторный мотор, то со временем щетки стираются. Когда они становятся слишком короткими, двигатель перестает запускаться. Часто можно заметить искрение или нестабильную работу мотора. Четвертая причина. Посторонний предмет между баком и барабаном. Бывает редко, но все же иногда случается. В данном случае можно взять фонарик и хорошо просветить внутри барабана и снаружи бака. При этом желательно выключить свет в ванной или в комнате, то есть в помещении, где стоит стиральная машина. Причина номер 5. Износ подшипников или крестовины барабана. В данном случае барабан будет крутиться очень туго. Или вообще вы его не сможете сдвинуть с места. Вам придется снять шкив и посмотреть на состояние подшипника. Такая поломка довольно серьезная и требует профессионального подхода. Шестая причина. Неисправность двигателя. Произвести ремонт этого агрегата самостоятельно довольно трудно. А для диагностики неисправности двигателя нужны знания в электромеханике. Здесь вы должны понимать, что подключать двигатель напрямую, то есть двумя проводами, ну не то чтобы нежелательно, а даже нельзя. Подключать его можно только через какое-то сопротивление. Это надо для того, чтобы снизить обороты мотора. В данном случае обязательно надо обратиться к мастеру. Седьмая поломка также связана с двигателем. Речь идет о таходатчике. Он контролирует скорость вращения двигателя. Если таходатчик неисправен, модуль управления может отключить двигатель в целях безопасности. Здесь также нужен квалифицированный мастер. Восьмая поломка связана с блокировкой дверцы люка. Если у вас сломался замок блокировки люка или УБЛ, как его еще называют профессионалы, то модуль управления не получит сигнал и в свою очередь не даст сигнал на запуск стиральной машины, то есть мотор не начнет работать. В первую очередь проверяем на работоспособность сам замок. Также надо обратить внимание и на дверцу люка.
Иногда бывает так, что поврежден крюк, или петля люка просто-напросто сгнила, и люк неплотно закрывает окно стиральной машины. В принципе, по этому поводу очень много информации в интернете, и самодиагностика вполне возможна. Здесь вы должны понимать, что на разных брендах стоят разные замки. Мало того, к примеру, у LG их несколько типов. У Samsung тоже около 5 или 6. Это только самых распространенных. А если брать такие машинки, как Electrolux или Indesit, там тоже очень много разновидностей. Поэтому обратите на это особое внимание. Девятая причина связана с поврежденной проводкой. В первую очередь надо проверить контакты. На модуле управления, на моторе, на УБЛ, на нагревательном элементе и на других деталях стиральной машины. Вполне возможно, на панели управления будет видна какая-то ошибка. Эта ошибка может указывать не только на поломанную деталь, а на цепь, которая ведет к поломанной детали. Например, модуль управления может указывать на поломку клапана залива воды, так как он не видит связь с этой деталью. При проверке оказывается, что клапан исправен, а виновником появления такой ошибки становится обыкновенный контакт, который окислился или плохо был присоединен. Ну и последняя, десятая причина. Неисправен модуль управления. Если вы убедились в исправности всех деталей, проблема может быть в электронной плате. Это самый сложный случай, который требует профессионального ремонта. И здесь вам обязательно надо обратиться к высококвалифицированному мастеру. Важно понимать, что человек, который ремонтирует телевизоры или радиоприемники, не всегда сможет отремонтировать плату управления на стиральной машине. Это должен быть человек, который действительно специализируется на ремонте подобных деталей. Как вы видите, в большинстве случаев причины довольно простые. Начинайте проверку с замка блокировки люка, с ремня, с неисправных щеток на моторе. Не допускайте перегруз барабана бельем. В некоторых случаях машинки это видят, вернее блок управления это видит, и просто не дает сигнал на запуск двигателя. Сейчас я перечислил самые основные причины. Конечно, есть и другие, но рассказать обо всем в 10-минутном ролике просто невозможно. На нашем канале вы найдете еще много понятных инструкций по ремонту бытовой техники, не только стиральных машин, но и холодильников, и пылесосов, и другой техники. Если мое видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это помогает нашему каналу в развитии. Всем пока, до новых встреч!